санаторий, потому что фактически это руины древней, ну, это, древней цивилизации, а не санаторий. Почему санаторий? И вот это вот вопрос прям. Что нового? Что нового? Что-то сломали снова. Что нового? Так. Ну, типа, я думал, что дает, оказывается, нет. Отправляйтесь на кладбище. Интересный санаторий, у которого кладбище есть. Так, я тут пороюсь, может, тут какие-нибудь документы есть интересные. Мне, кстати, нравится, что сундуки вот так вот стоят. Как объект мебели какой-то. А тут лестница какая-то. Так, вон здесь кладбище. Странный санаторий какой-то тут. У них. Так. Статуя этого. Но это, скорее всего, это руины Аркадии. И, скорее всего, Аркадия под воду ушла, как этот. Как Энкономия. Так, первый лист исписан твердым уверенным почерком Коху. Родственники пришли перед мной извиниться. Вообще-то не стоило их прощать. Но знаешь что? Он пришел с моим новорожденным внуком на руках. Так что я ухожу из санатория. Что будет с местом на кладбище и надгробие, которое я себе купил? Теперь они твои. Нет, ты не можешь отказаться. Я и с местным священником уже все уладил. Теперь весь участок твой. Хорошо, что на надгробии не успели сделать надпись. Найди фотографию, на которой ты хорошо получился. Пусть ее выставят в рамку. Встретимся через 100 лет среди вольных ветров Манштата. Нет, ты меня не заслушай. Я ухожу отсюда, а ты рано или поздно поправишься. Лучше встретимся в таверне у подножья горы. Бауэр. Возраст 68 лет. Рост 1 метр 83 сантиметра. Второй лист. Давай порадуемся, что наш старик Бауэр наконец помирился со своей семьей. Старик изо всех сил старался показать, что порвал с родными. Дошло до того, что он выложил круглую сумму за участок на кладбище при санатории. Что ж, возможно, он и впрямь верил, что больше не вернется домой. Но я склонен считать, что это был минутный порыв усугубления. Надгробие. Не летай, кто первым отзовется, к тому и достанется могилка. Нет, звучит как-то странно. Я резчик по камню вырезаю надпись на надгробиях. Это ремесло передается у нас в роду из поколения в поколение. Умею вырезать надписи в стиле Лиуэ и Манштата. Или такие, как на ступах в Инадзуме. И имею сертификат от ритуального бюро Ваншень и церкви в Фавоне. Обращайтесь ко мне, если нужно сделать надпись. Тоттенграбов, который не знает песню могильщика. Не, я нет. Мне она полностью Ханкай напоминает. Не знаю как кому, мне Ханкай. Я ЗЗ ничего не почувствовал. ЗЗ такой, у него стиль такой, как бы сказать. Вот, смотрите. Тут, походу, тут такое чувство, что тут, типа, была Аркадия, наверное, вот эта, цивилизация, которая была в Манштате, и она под землю, под воду ушла. Так, ладно, где там кладбище? Ну да, как Скирка, например. Потому что Скирка, она очень сильно напоминает Дюрандал. Тем более Сейо то же самое. Помнишь, это Дюрандал в этом, у него костюм такой же был, похожий, как у Скирк. Плюс-минус. Как и ожидалось, на кладбище ничего нет. Дедушка Ман наверняка ошибся.
На надгробии изображена совсем юная девушка. Наверняка за этим стоит какая-то трагическая история. Вы друзья моей сестры? Ой. Они одинаковые. Ай, как страшно. Сестра? Пайман, кажется, понял. Ты сестра покойной, похороненной здесь, да? Вы друзья моей сестры? Нет. Ты напугала старика у ворот прошлой ночью, поэтому рыцари послали нас расследовать этот случай. Понятно. Я пришла сюда в поисках сестры. Не ожидала, что слухи окажутся правдой. Слухи? Те, кто попадает в санаторий, остаются там навсегда. Примерно так. В своих письмах сестра упомянула, что санаторий скоро закроется и что она собирается уехать куда-то далеко. А может, она и правда отправилась путешествовать по миру? Нет, постой. Вот же ее могила. Прости. Все в порядке. Я думала так же, как и ты. Мне тоже понадобилось время, чтобы морально подготовиться и прийти сюда в поисках ответов. Возможно, я пришла слишком поздно, вот и напугала старика. Пожалуйста, передайте ему мои извинения. Прошу прощения, что доставила столько хлопот. Все в порядке. Пайман понимает. Нужно все им объяснить. Вчера вечером было уже темно. Я хотел поговорить со стариком, но он убежал без оглядки. Пока что я хочу найти следы ее пребывания здесь. Возможно, это поможет найти ключ к разгадке, почему она... Уже поздно, мы тебе поможем. Чем быстрее осмотрим все, тем быстрее вернемся обратно. Правда, путешественник? Кстати, а как тебя зовут? Что такое? Не хочешь назвать свое имя? Тогда Пайман придумает тебе прозвище, хорошо? Нет, я собиралась... Простите. Цайтлинд. Меня зовут Цайтлинд. Хорошо, тогда, путешественник, давай поможем Цайтлинд и осмотрим все вокруг. Может кто кинуть в переводчик и посмотреть, что Цайтлинд означает? Ну, потому что, ну, скорее всего, это немецкий, хотя, может быть, и нет. Так, а что мы ищем? Найдите следы, оставленные сестрой Цайтлинд. Привет, Данслейв. Привет, привет. На этой кровати столько пыли. Наверное, на ней спали пациенты. Не, на ней прыгали пациенты. Цайтлинд. Так. Ну книжку я читал. А куда? Так. Цайтлинд, нас ждешь? Вот, ну, вот это вот Астарот Винтед. Цайтлинд. Ну да, но сейчас они стали важных NPC делать плюс-минус своеобразными, скажем так. Нет, что-то не так. Что-то? Разве раньше так было? Это место и правда изменилось. Что случилось?
Ого. Кстати, если кому интересно, то вот эта вот хрень, это прототип, точнее не прототип, а копия, копия, которую сделал Асмодей. Короче, это копия ангелов, только ангелов сделал Фанет, ну, Фанес. А этих Асмодей скопировал с ангелов Фанеса и сделал своих ангелов, типа. Ого. Меня зовут Нихилита. Я созерцатель небытия, прозревший. Благородный путешественник, прибывший издалека, вернувшись из моря звезд. Приветствую вас, добро пожаловать. Он знает тебя? Но я его не знаю. Так и должно быть. Мы живем в сторожевых башнях мира. Нам не суждено было встретиться даже через бесчисленные эпохи. Я пал в мир смертных лишь ради одной цели. Молю, взойдите в горние небеса и освободите эонов прошлого от их искаженных судеб. Про кого? Про Нихилита ты имеешь в виду? Или про кого? Каких эонов? Эонов? Прошлого? В смысле? Пожалуйста, прикоснитесь к статуе Анема Архонта. Это врата в небеса. Ну да. Помните, что на статуе Венти написано? Постой. Ты разве не видишь, что здесь обычный человек? Цайтлинт ведь и ни при чем. Позволь нам сперва отвезти ее обратно. Не могу поверить, вы действительно пришли? Пожалуйста, не волнуйтесь. Короче, Цайтлинт это аватар этой Астарот, похоже. Я защищу ее, чтобы она не страдала после вознесения. Вознесение? Чё? Хочешь сказать, что мы возьмем Цайтлинт с собой? У нее свой путь. Когда достигнете небесного храма, она придет в себя. Чё? Подожди-ка, мы не давали согласия отправляться в какое-то там странное место. Сначала освободит Цайтлинт. Это не какое-то странное место, а резиденция небесных правителей, известная как фрагментарная юрисдикция, Тау. Или, пожалуй, лучше использовать утраченное название. Храм пространства. Храм пространства? И его способности? Верно, храм божества, которое однажды предстало перед тобой, то есть моей создательницей. В храме ты найдешь ответы на свои вопросы. Возьмите его с собой, он поможет вам. Что это такое? Какой милый? Немного странный, но довольно милый. Объясни, что это такое. Созерцатель не объясняет, созерцатель лишь молча наблюдает. Как только безопасность будет обеспечена, он вернет Цайтлинт в прежнее состояние. Не надо перекладывать ответственность на других. Мы вообще-то не соглашались никуда идти. Благородный странник, не согласишься ли ты отправиться в путь? Вот опять. Сам с собой разговариваешь и от темы уходишь. Ты вообще о чем? Путешественник, ты понимаешь, о чем он говорит? Храм пространства. Я готов пойти. Ну ладно, раз ты так хочешь пойти, Пайман составит тебе компанию. Где он? Если моя неподчиненность разгневает тебя, приди ко мне с мечом в руке. Я буду ждать тебя в мире смертных. Так, но... Чисто технически Асмодей, похоже, задумала, что ГГ в какой-то момент доберется до этого места, наверное. То есть, фактически, если бы он вместо того, чтобы пойти в Лиюэй, пошел бы сюда сразу, может быть, он ответы намного раньше нашел. Свои.
Врата в небеса. Я не удивлюсь, если Венти со Смодей знаком больше, чем с этой. Чем со Старот, блин. Интересно, а если прикоснуться... Если прикоснуться к статуе Анема Архонта в Манштате, в какой храм она ведет? Ну, вряд ли, наверное, опять в храм пространства. Ну, если честно, рука очень сильно напоминает руку Хершера этой бездны из этого. Из Ханка Импакт. Огромное строение просто так. Кстати, загрузочный экран, только обновленный, похоже. Пролить свет. Теперь еще окажется, что эти небесные столбы Асмодей скидывала на землю. Сайдслинт, с тобой все в порядке? Да, я чувствую себя хорошо, но ощущение времени исказилось, как будто прошла целая вечность. А может всего лишь мгновение. Но, то есть это то же самое, что Асмодей сделал с ГГ. Он очнулся 500 лет спустя, а такой, вот тот же самый эффект, который только что с Сайдслинт был. Да, мне это знакомо. Ты тоже испытал подобное? Ля! У меня такой же и вопрос был, как ответ фактически, как и у ГГ только что. Ты, наверное, тоже пережил много несчастья. Сколько времени прошло? Примерно 500 лет. Что? Неужели мы здесь уже так долго? О, нет. Он говорит о событии, которое произошло с ним. Если подумать, 500 лет тоже не совсем точная оценка. Сейчас прошло, наверное, минут 10. Что? Неужели мы здесь уже так долго? Скажи. Ты так и не спросила, как нас зовут. А, да, я хотела позвать на помощь, но поняла, что даже не знаю, как к тебе обратиться. Прошу прощения, я с самого начала собиралась... неважно. Я знаю, что тебя зовут путешественник. А как зовут твоего питомца? Пайман не питомец. Пайман лучший проводник и компаньон. Скажи, путешественник? Пайман не питомец. Опять собираешься опустить какую-то плохую шуточку? Извини, Пайман. Ну что ж, здравствуйте, Пайман и путешественник. Пайман обещает, что мы доставим тебя вниз в целости и сохранности, но мы пока не знаем как. Давай продолжим двигаться вперед. Нужно найти кого-нибудь и выяснить, что происходит. Так. Свайдслиндер. Но это они похоже, это явно загрузочный экран. Просто на то время загрузочный экран, точнее сейчас, сейчас, то есть уже спустя 5 лет, фактически загрузочный экран уже устарел. А вот это, наверное, типа новая версия этого экрана. О! Врата в Тейват. А, почти. Ого, Пайман не думал, что за этой дверью такое... Путь забытого мира. А что забытого мира? Эта хрень вставать не собирается, вот это вот? А. И на этом спасибо. И тут телепорты есть. Странно как-то. В области внутри храма пространства выберите предмет и удерживайте и перетащите навык, чтобы переместить этот предмет к векторам пространства. К векторам пространства.
Это музей вообще какой-то? Это Льюэй. О, смотрите. Это, наверное, из этого, из страны, ну не страны, а из региона этой, из региона Цзыбай. Скорее всего, во. Ну то вот это, где разлом, короче. А тут что? И тут тоже. Ты что, все лилийское получается? Ага. И кто здесь редиску оставил? И? Скорее всего, про чё? Скорее всего, правша. Прикольное достижение. Это что такое? Горный ветер. Сторожевая башня. После того, как во фрагментарную юрисдикцию Тау были помещены разные странные вещи, это место еще меньше стало похоже на хранилище, а после ее ухода оно из храма окончательно превратилось в сторожевую башню, ожидающую возвращения хозяина. Сторожевая башня Тау. Кто может посмотреть, что Тау означает? Но тут проблема. Я на самом деле, в этот момент мне в Геншине тоже не нравится. Потому что Дюрин мог бы за место крыльев использовать свои крылья, например. То есть они просто скупились на одну лишнюю анимацию для персонажа. То есть Дюрину можно было сделать свои крылья за место планера. Это как ее... Сара Кудзё, ну Сара, она могла бы летать тоже на своих крыльях, на крыльях этой Тенгу. Кто еще там летать умеет? Ну, Лине могла бы летать тоже. Кто еще там? То есть такие вот мелочи можно было бы сделать. Почему как бы... Так, фундаментальные строительные элементы цивилизации. Любое творение цивилизации, исчезнувшее из коллективной памяти человечества, со временем распадается на факторы памяти. Поднесите их ядру памяти в храме пространства, и, возможно, получите благословение от воспоминаний, хранящихся в пространстве. Получается, короче, здесь находится хранилище, в котором хранятся вещи, которые исчезли из коллективной памяти. Получается. О, Фонтейн. Фонтейн. Это не Фонтейн, как она называлась? Море древности. Блин, как назывался этот регион? Кто помнит? Р. Еще Ремус был правитель, блин. Это вот, скорее всего, из этой страны. Ну да, вот эти солдаты как раз. Ремурия, да.
Ну, а тут это вот секция Римурии получается. Может переместить ее сюда, давай Декс. Что, давай Декс. А, все, я понял. Теперь мне с другой стороны надо притащить. О, пухлик! Кругленькие и очень милые. Однако, если подумать, эти низшие существа, погрязшие в лени и пороке, выражаясь языком ремурийцев, плавают в море дольше, чем существует вся ремурийская цивилизация. В некотором смысле Пухлень ближе к вечности, чем любая империя в этом мире. А еще он ближе к идеальной сферической форме. Идеальной сферической форме. Да-да-да. О, корабли. Ну вот, я угадал, это Ремурия получается. И народ Фантмера, бронекраб. Когда среди нас ходили святые Золотого Города, мне доводилось видеть подобных существ в южных владениях. Великая Мать, даровавшая нам жизнь, я не дерзну произнести вслух ее благородное имя. Что бы она подумала, узнав, что здесь заточено одно из ее созданий. Впрочем, если подумать, такая разница, тюрьма повсюду. Мать, давшая жизнь, это, скорее всего, это... Блин, это с которой объединилась Рейндотер. Как ее там звали? Ну да, краб этот. Ну, прикольная тема с музеем, кстати. Получается, блин, это как ее... Истарот, получается, тут, блин, знания мира хранила. Ну, не совсем-то и тюрьма. Потому что Тейват там изначально драконы правили. Это потом уже, может быть, там тюрьмой оно стало. Но изначально это была планета драконов, как бы. Фантастические элементальные кубы. Иногда хранители храма пространства сжимают экспонаты в удобные для хранения и транспортировки элементальные кубы. Всего существует 6 видов элементальных кубов. Гидро, пиро, гидро, гео. Драгоценные кубы и кубы пространства. А, драгоценные это гео? А, нет. Драгоценные это какой-то элемент. И кубы пространства. Это чё? О, старые добрые головоломки. Ну, не головоломки, конечно, а пазлы, наверное, испытания. Ля, что за рыбы такие прикольные? Ну, стилистически очень красиво выглядит эта штука. Прикольная тема с полетом тут. Так. Ну, тоже может быть, да. Ну, потому что чисто теоретически идея Фанета и была в том, чтобы Тейват забыли. Ну, то есть, таким образом, Тейват будет защищен от внешних, как бы... От внешних проблем, как бы. Так, там сундука нету. Дядя, это кто?
Привет. Человек, я думал, что Вознесение давно закончилось. Может, это такой же случай, как с Хильдой? Нет, простите, возможно, вам не повезло. Вы недавно прошли испытание зала без участия? Привет, новенький. Меня зовут История. История. Я из эпохи, когда темный владыка драконов разорвал небесный свод. А вы? Что это за эпоха? Меня зовут Путешественник. Пайман — это Пайман. Цайтлинд? Так, ты Цайтлинд. Декстер, ты тоже здесь? Теперь я понимаю, вы должно быть люди современности. Тогда вы пришли помочь нам. А ты быстро соображаешь. Значит, Декса зовут Декстером. Он твой друг? Нет, мы тоже называем его Декстером. Он только что послал мне секретный сигнал. Поэтому я представил его, используя более официальное и впечатляющее имя. Только не история, а истории. Винтед. Ну, типа мужик. Путешественник Пайман тоже хочет официальное имя и секретный сигнал. Сейчас не время обсуждать это. Если Нихилита послала вас сюда, значит пришло время нанести ответный удар. Подожди, у нас еще столько вопросов. Сбитый с толку? Сильнее, чем я, когда впервые увидел картины Эшера. Знакомое имя, но это было очень давно. Ты не можешь знать его? Хотя, возможно, он знаменит. Жаль, что я не оставил своего имени в истории. Предлагаю называть его Мауком. Маук. Где-то Пайман это уже слышала. Нет, сейчас не время говорить об этом. Позвольте спросить, есть ли среди вас кто-нибудь, чья боевая сила сопоставима с силой младшего ремурийского центуриона или выше? Не переживай, путешественник отлично дерется. Давай же, пойдем и покажи им твой Панкратион. Или может быть Махайру. Это тоже подойдет. Цайтлинд. Панкратион. Ща ГГ свой Панкратион как покажет. Будет всех на своем Панкратионе крутить и вертеть. Это что такое вообще? Фига, блин. Ветер стих. Центр зала столпов. Куда? Так. Я тут лаганула игру. Вау. О прошлом, настоящем. Офигеть. Красиво, реально красиво. Смотри, это и есть центр зала столбового пространства. Давайте отправимся в центр мира, в страну, где нет места ни старцу, ни юнцу, ни королю, ни глупцу. Стоять! А что если люди, которые возносились в Селестию, они сюда попадали именно? Подожди, они сказали Вознесение. Он сказал же Вознесение, правильно? Может быть, те люди с глазом Бога сюда попадают? Хорошо, давайте обсудим план. Подойдите поближе. Я тоже? Пойман чуть не забыла. История, ты знаешь, как вернуть человека на землю? Знаю. Не мог бы ты рассказать, как отправить Цайтлиндр назад? Она обычный человек. Проще простого. Раньше это было практически невозможно, но в последнее время правила и система храма близки к краху. Но сперва я попрошу вас о маленькой услуге. Ладно, только пусть это будет действительно маленькая услуга. Все просто. Помогите мне разнести несколько ничтожных стражников, спасти старого друга, а потом сопроводите нас обратно в центр зала столпов. Звучит не так уж сложно. Знаешь, какое божество правит этим местом? Путешественник ищет ее.
Некогда это был храм богини пространства, но она давно исчезла без следа. После исчезновения хозяйки один из двух управляющих впал в немилость и ушел. Оставшийся Миланта становился все более суровым по отношению к нам. Он не спустился в мир смертных, но впал в безумие. Миланта, значит, тот, кто впал в немилость, это Нихилита, который разговаривает сам с собой? Именно так. Созерцатель, который познакомил вас с Дексом, это тот, кто ушел. Нихилита это... Нихилита, что значит небытие. Так это тот парень с большими крыльями, который разговаривает сам с собой, не обращая внимания на то, что говорят другие, и меняет тему, когда ему задают неудобные вопросы. Неужели он такой разговорчивый? Ох, неважно. Когда-то они были божественными фамильярами, которые наблюдали за миром из зала столбов пространства. Храм пространства отбирает людей и предметы из определенной исторической эпохи или исчезнувшие цивилизации, рассматривая их как мельчайшие возможные сегменты. После вознесения избранные остаются здесь как живые воспоминания навечно. Звучит как-то не очень весело. Это место не было задумано как вечный рай или небесное царство. Впрочем, сестры богини пространства иногда приносили в храмы интересные вещи и давали поблажки за деяния, связанные с изменениями. Пэм понимает. Это как идеальная чистая, но скучная полка с книгами, на которую сестры наклеили стикеры и напихали легких романов. Затем Миланта, движимый тоской по своей создательнице, вернул все правила в их первоначальную форму. Он начал устранять все изменения и наказывать нарушителей. Я набрался смелости покинуть относительно безопасный центр храма, надеясь спасти старого друга. В итоге потерявший форму Панкратион был загнан стражником и спрятался в этом самом месте. Ладно, с предысторией разобрались. А что насчет плана? Мы прорвемся туда по пути, спасем всех знакомых, которых сможем. Хорошо, значит, нам нужно найти Миланту. Будем надеяться, что у него есть ответы. Панкратион. Такое чувство, что Панкратион из Аркадии, блин. А этот из Римурии. Зал 1000 столпов. Ну, столпы тут и правда есть. Как бы. Но место реально красивое. Так. А ну-ка. Еще один хрыщ. Так. Еще один. Фига себе! Ничего себе! Эти уроды ваншотают с одной атаки. Нифига себе! Черти! Вторую кого? Фига себе! Это этот Панкратион? Вот это да, это же наш великий мастер борьбы с самоубийством. Джозефс. Что ты здесь делаешь, проклиная всех живых? Хватит уже, в храме пространства никто не умирает. Вот это да. Эксперт по предотвращению самоубийства пытался покончить с собой. Еще немного, и стражники придут сюда. Ладно, особые случаи требуют особого подхода. Не буду над тобой насмехаться. Путешественник Цайтлинд.
Это Джозеф, мой друг. К чему эти слова? В этом месте все свои. Если бы столько лет жизни человек не полюбил всех и не стал любимым всеми, мир утонул бы в печали. Давайте отправимся в центр мира, в страну, где нет места ни старцу, ни мертвому, ни богачу, ни нищему. Я уже цитировал это стихотворение. Zeitzylinder. О, сундук. Zeitzylinder. А чё, на обратно это? О, девушка теперь еще. А тут целая куча людей, блин, в этом месте. Что за очко? Это процедура повторного изгнания в зал без участия. Умные каварины. Где второй урод? Все? Что там? Нет второго. Так. А где девка? Не понял. Эхо тишины. Наверное. Так. За что ты имеешь в виду 50 лет? Блин, мне кажется, мне все чаще кажется, что мята это вообще какой-то ненормальное растение, блин. Оно даже в храме, пространство растет, блин. Это какое-то вообще растение странное. Труба. Теперь этот сантехником будем работать, что ли? Трубы проводить. А что теперь? Zeitzylinder. Фига себе. Долговастое наказание, блин. О, кубы Асмодей, вон они. Виндед, смотри. Кубы Асмодей внизу летают. Только синие, кстати. Синие или потому что они там внизу на глубине, они кажутся синими.
Центр зала столпов. Че? Че это такое? А. Давай делаем телепорт. Академия Луян. Это явно Лиуэй. Чертоги в пустыне, ну это понятно. Это Сумеру. Зао Махавайпулья. Это или Натван, или тоже Сумеру. Скорее всего, Сумеру, которая не пустыня, а джунгли вот эти. Да не, это место тут вряд ли будет Винтед. Слишком особенное место, чтобы его сюда добавлять, как бы. На мой взгляд, по крайней мере. Здесь безопаснее. Не знаю почему, но хранители-подавители не могут проникнуть сюда. Хранители-организаторы обычно не причиняют людям вреда, если только те не попытаются украсть реликвию. Сайд-цилиндр, ты все это время так крепко сжимала чемодан, что у тебя даже костяшки пальцев побелели. Здесь безопасно, можешь поставить его. Если только в чемодане нет украденных реликвий. Но это же не так, правда? Да. Наверняка внутри что-то очень ценное. Не совсем так. Это вещи, с которыми я должна попрощаться, прежде чем уйду. А? Все в порядке. У тебя с сестрой очень разные характеры. То? А вы знаете мою сестру? Она тоже была здесь. Только что вы упомянули Хильду, значит... Не стоит так волноваться, Сайд-цилиндр, здесь безопасно. Мы можем не спеша поговорить о твоей сестре. Бесстыдник. Хильда называла тебя дедушкой. Я и сам не знаю, из какого времени я родом, но я слышал, как вы все говорили о давно минувшей эпохе, когда боги воевали по всей земле. А в мою эпоху на земле еще не было богов. Тебе встречались ангелы? Так ты, значит, про дедушках? Дедушка история? Историй? Фига себе! Ромхильда. Они, наверное, из Аркадии, скорее всего. Это цивилизация, которая была в Манштате. Попав сюда, все оказываются в застывшем пространстве времени. Святые и простые смертные, мудрецы и глупцы, юные и старые. Нет никакой разницы. В общем, не называй меня дедушкой. Тогда давай так. Я буду называть тебя дедушкой историей, а ты меня сестренкой. Она хорошая девочка, но по какой-то причине она всегда выглядела немного мрачной. Точно. Хватит ностальгировать. У Сайд-цилиндра украли чемодан. Верни. Улетел, погоня будет не из легких. Что же теперь делать? Не расстраивайся, Сайд-цилиндр, у меня есть догадка. Путешественник, пойдем со мной. Храм пространства, ядро памяти. Исследуя храм пространства, вы можете обнаружить мнемонические кластеры, состоящие из фракторов памяти. Отдельные фракторы памяти могут быть в сундуках. Собранные фракторы памяти можно поднести к ядру памяти в храме пространства в обмен на благословение из памяти пространства и цивилизаций. Это как современные эти места встречи, короче, в Нордкрай. Компас, на. Уже компас выдали, блин. Я думал, хоть здесь мы сможем исследовать нормально локации. А тут опять, блин, компас. Капец.
Фактор памяти — это минимальная составная единица цивилизации. Даже в таком случае полная память все равно не может воспроизвести высокую цену антиквариата, потому что отсутствует эффект строения. Так. Но, возможно, они обе, да, Винтед. Возможно, они обе создали это пространство. Асмодей само пространство создала, как бы, как таково. А это как ее. А Астарот могла сделать так, чтобы пространство застыло во времени, как бы. Ну, тут дело в том, что, по сути, все тени так или иначе защищают людей. Хоть они, как бы, должны быть более строгими, как бы. Да, здесь. Отлично. Но, кажется, удалось найти только малюсенькую часть. Как я и думал, твой чемодан и вещи внутри него приняли за реликвии этой эпохи. Остальные вещи, вероятно, были размещены в других областях. Не переживай, сайт-цилиндры, вместе мы их непременно найдем. Спасибо вам. Позволь, я расскажу о тематических областях. Пожалуйста, расскажи, я слушаю. Помимо людей, сюда были перенесены ландшафты, реликвии и даже экосистемы. Храм был предназначен для того, чтобы сохранить в себе фрагменты человеческих культур, хотя некоторые из них постепенно приобрели свои собственные функции. Возьмем, к примеру, Академию Луянь. Из древнего Лиюэ сейчас она стала центром искусства и живописи. Еще есть Веннипи, рабочий, который когда-то перевозил камни для гробницы царя Дешрета. По приказу он восстановил комплекс в пустынном стиле, получивший название «Чертоги в пустыне». Это этот, наверное, нет, как его там зовут? Забыл, короче. И, наконец, мой любимый зал Махавайпулья. Помимо древних книг, там хранятся романы, написанные вознесенными. Однако, поскольку суть храма пространства заключалась в сохранении, а не в эволюции, они первыми подверглись наказанию. То есть, нам нужно отправиться в эти 3 места, чтобы найти пропавшие вещи Цайтлинд. Вы также могли бы освободить эти области и спасти остальных, если вам не слишком сложно, конечно. Истории — это уже совсем другая цена. Я бы выразилась иначе. Мы должны помочь всем и по пути найти мои вещи. Твои вещи важнее всего, Цайтлинд, потому что ты живешь в настоящем. Это место собрания прошлого. Оно не может создать будущее, а у тебя есть будущее. Твои потребности самое важное, понимаешь? В итоге, живой человек может оказаться не более чем именем на надгробной плите. Даже если так имя несет в себе бесчисленные воспоминания, а также истории и силу, передаваемую через них. Сестренка Цайтлинд. Давайте сначала вернемся и немного отдохнем. У вас наверняка еще много вопросов. Рай. Может быть и рай. А может быть это реально, кстати, версия Астарот и Асмодей? Версия рая, типа. Так. Хикари Тобосы. Капец уроды, блин, они урона до хрена наносят, твари. Капец. Мелкие хрени, блин, а урона сколько наносит, капец. О, Питер Пан, блин, теперь не капитан, а Питер Пен. Так, это Академия...
Прям к уроду прилетели к этому. Ну, ад это бездна, получается. Так. Я не пойму. Ну? А-а-а. Надо было картинку раскрыть просто. О, эти покемоны. Дигимоны, блин. Так. Так. Да, блин. Да ёп. Так, и где? А где? А, так. И куда мне отсюда идти? А, вон туда. Тут, блин, даже запутаться можно чуть-чуть. Слегка. Так. А как мне туда попасть? А. Так. О, туманчик. Академия Уяни. Это наверняка кусок территории, куда упал этот, куда в разломе упал этот небесный, этот, ну, гвоздяра этот, короче, столбик. Та тусклая звезда. Это та самая Академия Уянь. Чё за... Неужели кляксы? Пойман, кажется.
Абстракционизм. Осмотреть комнату. Не открывается. Путешественник, попробуй пнуть посильнее. Я не чувствую нового. Так это, они в теории это и есть Винтед. Это вот, это место, скорее всего, из разлома. Вот это место. Вот это, которое Сумеру, вот это вот место. Где оно? Вот это. Это, скорее всего, то место, где Набу Мариката, это, кажется, если я не ошибаюсь, да? Также ее звали. Рассказала, скорее всего, она рассказала Дешрету запретное знание, после чего Дешрет, наверное, смог открыть вот этот проход в бездну. И туда же скинули гвоздь сразу, скорее всего. Вот это место. А вот что вот это, я не знаю. Вот это. Зао Махавайпулья. Это я не знаю, что это такое. На картине это самая тусклая звезда. Че? Есть какие-нибудь механизмы? Ну, как бы, может быть. Но мне кажется, что нет. Чернильного человека надо найти. Все. Все, продолжить исследование, выйдите из этого мира. Мир на ладони. Фига. Декс. Необходимо обратно. И, наверное, имелось в виду скрытый смысл.
Вообще не пойму. Вообще нифига не пойму. А, это, наверное, вот эта гора. Они бы хоть минимально хотя бы показывали, где это место находится, блин. Капец. Ага. Капец. Так с ума сойти можно гонять туда-сюда, пока найдешь. Ужас. Опять? Так. Дао-цзы. Бао-цзы, блин. Гора мне сломите погребенный дух. Сквозь разорванные облака наконец проглядывается небо. Я свободен. Спасибо вам, Хильда, Декс и новые друзья. И ее сестра Цайтлинд. Правда? Вы очень похожи. Да, нам часто так говорят. А вы? Пайман, а это путешественник. Нас сюда привело поручение, история. В таком случае я не буду объяснять основные моменты. Вы умеете драться. В идеале так, чтобы победить ремурийского легата. Что это за легат такой? С падением Ремурии одна пограничная крепость обрела былое величие. Спустя много лет к ее воротам подошел старик, Гухуа! Представившийся исполняющим обязанности главы школы Гухуа. Однажды между ними возник небольшой конфликт. Лемурийский командир сказал, что отвечает за музыку в армии, и исполняющий обязанности главы подумал, что он слаб. Получается, что школа Гухуа из Лиюэй, она существовала еще при Ремурии, получается. В армии Ремурии звание напрямую зависело от музыкального мастерства, не говоря уже о том, что он к тому моменту уже превратился в камень. Не знаю, известно ли вам следующее. Ремурийцы были превращены в ихор и стали полубессмертными големами.
Временные главы школ вложили всю силу в удар, но в итоге только руку себя отбили. Затем он высказался резко, сетуя на отсутствие преемников секретных искусств Гухуа и увядание талантов в его эпоху, а также на отсутствие глаза бога у него самого. Впрочем, если бы у него был глаз бога, его бы не выбрали на эту должность. Ну, не совсем там, но Синцю тоже последователь этой школы, и его брат. И его старший брат тоже. После прохождения испытания в зале без участия мы лишились права получить глаз бога. Но это совсем другая история. Командир ответил ему столь же резко, заявив, что римурийские легаты гораздо страшнее, чем он. Потрясающая история. Не волнуйся, путешественник точно сможет одолеть легата. Даже со связанными за спиной руками. Великолепно. Кстати, почему ты внутри картины? И что это за человекоподобные кляксы? Такова форма возмездия Меланты. Запечатывать людей в картинах, превращая их в чернильные пятна. Совсем как моя клетка, погребленная под слоями картин. Значит, чернильные пятна, которые мы видели раньше, это люди? Да. Должен напомнить. Чем реалистичнее картина, тем больше она подходит для того, чтобы заключить в ней твой дух. Ведь ты с первого взгляда поймешь ее суть. Вот почему все реалистичные картины здесь могут скрывать тайны. Что же нам делать? Здесь не место для разговоров. Давай сначала вернемся. Ух ты, мы так быстро вернулись. Это место такое загадочное. Она и правда чудесная, словно последний штрих владыки камня, вдохнувшего жизнь в сам камень. Силой своего сердца и разума ты можешь оживить эти реалистичные картины. И что там теперь делать? Ключ к восстановлению всей библиотеки заключается в этом последнем ярком штрихе. Но сперва нужно восстановить картину. Когда сердце небеса озарило 4 горизонта. Какое величественное название. Так люди из Инадзумы придумывают названия полотнам. Теоретически, если мы попадем в башню лучезарного света, то сможем закончить картину. Но путь прегражден. Остается только отправиться в обители блистательного таланта и посмотреть, сможем ли мы оттуда добраться до башни лучезарного света. Он все это время был за этой дверью. Паймана попросила путешественника ударить по этой штуке со всей силы. Путешественник может горы равнять, но дверь не дрогнулась. У тебя нога онемела, да. Вероятно, потому что эта дверь материализовалась из картины через разум. Она не существует как физическая материя в обычном смысле. История говорила, что у него был наставник по имени Аристокл, который всегда твердил, что разум превыше материи. Я начинаю понимать, что он имел в виду. Сравнять горы, прямо как Аждаха, кстати. Кстати, Юй Хуань И из зала Махаваепулья. Зал Махаваепулья это Льюэй тоже. И зал Махаваепулья это, скорее всего, разлом. А вот эта школа, это, наверное, какой-то другой регион Льюэй. Скорее, тоже. Юй Хуаньи из зала Махаваепулья говорил, что в его времена Аждаха уже существовал. И так называемый последний штрих, который оживил дракона, не более чем легенда, созданная последующими поколениями, но история все равно прекрасна. Итак, Итак, ты что-нибудь понял из всего этого? Я просто сказал ему, ты испортил мое драгоценное воспоминание. Понимаю. Ох, неважно. Считайте, что это обычная забавная история. Чтобы открыть нарисованную дверь, нужен художник. Пойду рисовать. Ты не удивлен? Это потому, что его приключения еще более удивительны.
Очевидно, что у тебя было много необыкновенных приключений. Я не удивлюсь, если ты и мир успел спасти. Его разлучило с сестрой очень злое божество. Главная цель нашего путешествия — найти его сестру. Так что путешественник понимает, что ты чувствуешь. Желаю тебе найти сестру и жить долго и счастливо. Прости, Пайман забыла, что ты больше не... Ах, пожалуйста, не извиняйся. Мне не стоило начинать этот разговор. К тому же я вовсе не это имела в виду. Я очень надеюсь, что твое желание сбудется. Короче, Хильда и Цайтлиндер — это аллегория, точнее не аллегория, это отсылка на ГГ. Цайтлиндер уже прошла по этому храму пространства и куда-то исчезла. А Цайтлиндер... Хильда, Хильда. А Цайтлиндер типа пробудилась после запечатывания и сейчас ходит и ищет. И получается, как раз мы в Манштате, она зашла в портал в это место, а сейчас она в Лиуэй находится. Следующее у нас что? Иназума? Спасибо, Цайтлинд. Все это путешествие вместе с Цайтлинд — это прям отсылка на ГГ и его сеструху. Ну вот, открыто. Тогда пошли скорее. И это тоже оказалось настоящим. Если картина настоящая и то, что на ней. Ты говоришь так загадочно. Ха! А прикольно, смотри. Отсюда кажется, что там реально пройти можно. Смотри. Прикольно они сделали. Такие снимки. Рисуют с помощью фотокамеры. Твоя сестра говорила, что есть вещи, которые может нарисовать изображение даже более реалистичным, чем сама реалистичная картина. Нас всех это очень заинтересовало. Но у нее тогда под рукой не было ни фотокамеры, ни снимков. А теперь я вижу фотографию и могу сказать, что она и правда очень реалистичная. Разве это не впечатляет? Машины довели реализм до его естественного предела, но всегда есть место воображению. Это не совсем так. Даже в самой реалистичной картине присутствуют эмоции и эстетическое видение художника. Некоторые цвета не встречаются в реальности, но они позволяют почувствовать душу художника. Даже самая реалистичная картина содержит в себе мелкие детали, вымысла, преувеличения и нечеткости. Именно здесь в игру вступают эстетика и мастерство художника. Ладно, Пайма ничего в этом не понимает. Хотела лишь сделать тебе комплимент, чтобы потом попросить тебя нарисовать что-нибудь для нас. Альбедо ведь уже рисовал твой портрет. Пайман хочет посмотреть, какой она получится в стиле абстракционизма. Как консервная банка. Спасибо. Цайтлинд может Паймана посмотреть? Да, это пейзажные фотографии сестры из ее путешествий. Похожий, которого она попросила сделать снимок, был очень плохим фотографом, поэтому видна только ее голова. Но это Лиуэй, да. Это мы знаем. Но она радостно улыбается. Извини, что показала тебе. Освещение и композиция на снимке ужасны. Совершенно нет ощущения глубины и многослойности. Ничего подобного. Думаю, что это самые лучшие Думаю, что это самые лучшие фотографии. Если бы твоя сестра не настояла на том, чтобы показать свою голову, эти снимки были бы обычными ужасными пейзажами. То есть пейзажными снимками. Но благодаря ей они стали воспоминаниями и доказательством ее присутствия там. Кажется, я начинаю понимать. Я нашел свои вещи. Давайте поможем Даудзи. Я думаю, что вон та картина
ведет в обитель облетательного таланта. Попробуйте пройти через нее, и попробуйте пройти через нее к башне лучезарного света. Я не могу сопровождать вас в этом путешествии. Я пойду в центральную область и сообщу всем, что со мной все в порядке. И сразу же вернусь. Вне зависимости от того, удастся ли это или нет, я должен успеть встретиться с вами по возвращению. Я. Обитель таланта. Здесь тоже есть. Капец, блин, картина в картине. Ну, кстати, да, может быть, Винтед. Ну, спойлернут, не спойлернут, но, типа, на какой-то намек дадут. Еще картина. Еще картина. О, вон этот чудик из Фонтейна, которого по квесту встретили в начале. Кичинто Шиматоко. Маук. Здравствуйте, я художник Эшер. О, так ты тот самый Маук, про которого говорил в истории. Это ты написал все эти потрясающие картины? Память кое-что вспомнил, мы знакомы? При рождении мне дали имя Эшер. Правда? А у тебя случайно нет брата, который внезапно пропал? Нет. Пожалуйста, следуйте за мной, я отведу вас в безопасное место. Нам не нужно в безопасное место, мы пришли решить проблему. Тогда следуйте за мной, я отведу вас туда, где можно решить проблему. Странный тип, пойдем за ним и посмотрим, что он задумал. Нарисовано так хорошо, что будто мы там верно. Сайд-цилиндр, бегите. Эшер, художник из Фонтейна.
Интересно, облинула с моды и пространство. Прошу прощения, что заставил вас ждать. Вижу, у вас все в порядке. Дао Цзы, слушай, мы встретили лже-эшера. Должно быть, Миланта вмешался. В его глазах именно всего лишь цифры, которыми нас отметили, когда мы сюда попали. Откуда ему было знать, что Маук — это ласковое прозвище, которым дедушка и отец называли Эшера в детстве? Раз все здесь хорошо ладят, то можно назвать его Мауком. Хотя его картины нас всех немного шокируют, но мы ведь его не ненавидим. Здесь манипуляция с пространством — серьезная проблема. Паймак так хочет увидеть, что он нарисовал. У вас будет такая возможность. Теперь, когда у нас есть все картины, осталось соединить их. Позвольте мне со всей скромностью добавить завершающий штрих. Я обучался пейзажной живописи у Кана. Он не обидится, если я добавлю последний мазок. С помощью этой картины можно попасть в центр павильона живописи. Войдя внутрь, протяни руку и достань небесное сердце. Мне только что пришло в голову пририсовать ноги змея и нарисовать глаза дракону. Оба выражения в некотором роде означают усовершенствование. Но смысл совершенно противоположный. Точно. Ну и... О! А, то есть мы всех освободили, получается. Прикольно. Кана Йошитоши, босс выжил. Да, и я больше никогда не хочу рисовать ширмы. Вы тоже вернулись, путешественник, пойманный сестренка Цайтлинд. Спасибо. Ты очень похожа на Хильду. Она моя старшая сестра. Я знаю, я все еще способен различать людей. Кстати, Цайтлиндер, подойди сюда. Фига себе, они щедрые. Нехило они насыпали, блин. Эти арбузы. Они созрели? А. Пойма спрашивает, они уже созрели. Это не важно. Цайтлиндер, мы вместе учили твою сестру рисовать. Это подпись сестры. Раз это вещи твоей сестры, забери ее с собой. Думаю, ее можно будет взять. Что вы думаете об этой картине? Как бы это сказать, бывают люди, которые уже в юности пишут на уровне мастеров, а потом всю оставшуюся жизнь ищут картины, в которых есть детская непосредственность. Я не могу разглядеть картины Хильды, ни руки мастера, ни детской невинности. Но в них чувствуется печаль. Разве печаль
передаваемое через изображение фруктов, не впечатляет? В этой картине нет ни руки мастера, ни детской непосредственности. Талант и усердная практика – необходимые условия, чтобы взрастить в себе дух мастера. Может, забудешь то, почему мы тебя учили, и напишешь еще одну? Вы забавны. Я не буду писать еще одну картину, я пробовал однажды, это довольно интересно. Как однажды окрашенный холст не может вернуть себе первозданную белизну, так я не могу забыть то, чему научилась. Пусть эта посредственная работа останется как есть. Посредственная работа, ты так считаешь? И все же она поставила свою подпись. Да, когда мы у художника принимаем заказы, мы всегда подписываем работы секретными подписями. Поэтому она назвала эту картину «Да здравствует жизнь» и ушла. Ну что, возьмешь эту картину сестры с собой? Нет, пусть остается здесь. В мире людей такие картины могут быть потеряны и уничтожены менее чем за 100 лет. Лучше пусть хранятся здесь с вами вечно. Понимаю. Так. Ромхильда. О! Теперь вся локация полностью есть. До этого только кусочек был, а теперь вся локация. Прикольно. Все складывается наилучшим образом. Истории. А ты как здесь оказался? Далдзи сказал, что вы прибыли в Академию Луянь, поэтому я решил прийти вместе с ним. Как успехи, Цайцлиндер? Твои поиски увенчались успехом? Да. Можешь рассказать, что на этот раз попала в Академию Луянь? Все-таки это территория художников. Даже представить не могу, что это может быть. Это фотографии, сделанные на фотокамеру моей сестры. Фотокамера. Да, я слышал о таких штуках. Та отстала от времени. Сестра Цайцлинд уже давно рассказала всем художникам про фотокамеру. Потому что люди здесь занимаются изобразительным искусством. Совершенно нормально, что они это обсуждали. Чаще всего Хильда и я говорили о философии. О философии? Трудно представить, что моя сестра обсуждала философию со столь эрудированным человеком. О, ты льстишь мне. Мы не углубились в сложные дискуссии. Мы рассуждали о жизни на примере самых обычных вещей. Например, фундаментальные вопросы философии о существовании человека в мире. Это стоит ли завтра совершать самоубийство? Позволь объяснить. В некотором смысле мы исследуем мир, чтобы найти в нем смысл. Если мы детьми, сидящими у богов на коленях, будь мы детьми, сидящими у богов на коленях, или всего лишь эхом в ветрах переменчивого времени. Все это слишком далеко от нас. Как обычный человек может сравнить себя со Вселенной. Для большинства мир ограничивается их жизнью. Если однажды мы обнаружим, что в далеком будущем все неизбежно обратилось в ничто, будет ли наша жизнь иметь смысл? Или наша жизнь изначально является бескрайним морем страданий, и тогда мир – это, по сути, совокупность мучений. В обоих случаях нет разницы между жизнью и смертью. Последнее можно даже назвать освобождением. Пайман считает, что это неправильно, но Пайман не знает, как это опровергнуть. И что же ответила моя сестра? Не спрашивай, я был тем, кто утверждал, что даже если жизнь по своей сути бессмысленна, мы все равно должны жить. О, вы не знаете. В санатории я видел могилу сестры. Спасибо вам за то, что вы все же попытались ее спасти. Что написано на ее надгробии? Прожить лишь раз все равно, что не жить никогда. Правда? Вот как. Цайцлинд. Мне трудно в это поверить, я хочу утешить тебя, но не знаю, что сказать. Дай мне немного времени. Утешения не нужны.
Когда я увидела надгробие, я думал, что заплачу, но вместо этого я была на удивление спокойна. Наверное, было бы легче, если бы я заплакала. Я не это имел в виду. Позже ты все поймешь. Так, сколько времени? Ладно, я думаю, чтобы не лезть в остальные два региона, чтобы не начинать сейчас их исследовать раньше времени. Я думаю, на этом мы сегодня закончим, а завтра продолжим исследовать. Воссоздание искр. Что за... Сейчас мы только одну вещь здесь быстренько посмотрим. Сайтлинд. Модуль управления фрагментарной юрисдикцией. Нулевая частица. Соберите все три модуля управления территорией, чтобы открыть тайный зал миров. Это как ключи в Натлане и Нордкрае, чтобы это тайное место открыть. Ладно. Спокойной ночи тогда на этом. Точнее, на этом я буду заканчивать. Всем спокойной ночи. И